Привет, друзья! Сегодня в обзоре новинка от Casio. Это часы, модель называется SGW600H в исполнении 1BC. То есть 1BC это значит темный дисплей внизу и светлый вверху. Часы имеют размер корпуса 45 мм, толщина корпуса 13 мм, корпус из пластика, стекло акриловое, ремешок пластиковый. Задняя крышка из нержавеющей стали выглядит вот так. Еще раз покажу вид сбоку. Кнопки под цвет корпуса, они ничем не выделяются. Вот эта часть сделана из анодированного алюминия, то есть вот эта часть металлическая. Теперь давайте поговорим о возможностях этой модели. В нижней части дисплей основного времени, или так называемый Home Time, то есть это то время, которое вы выставляете в качестве домашнего. Здесь отображаются часы, минуты, секунды, день недели и также месяц и дата. Вверху находится вторая часть часов. Здесь расположена карта мира с часовыми поясами и время в том часовом поясе, который вы выбираете. Эта функция называется локальное время, причем появилась очень интересная возможность. Мы можем быстро поменять местами домашнее время и локальное время. То есть эта функция очень полезна в путешествиях. Путем нажатия и удержания вот этой кнопки в течение 4 секунд происходит смена, и по прилету, к примеру, на место у вас основным становится время вот это, локальное, то есть то время, в котором вы находитесь временно. А домашнее время меняется местами и отображается вот здесь меньшим размером. Хочу обратить внимание на достаточно необычную конструкцию кнопок. Кнопки уверенно защищены от случайного нажатия формой корпуса. Форма корпуса вот такая, что кнопки как бы спрятаны под выступами, и случайное нажатие на кнопки вот таким образом практически исключено. То есть нужно нажимать целенаправленно на нижнюю часть корпуса, тогда происходит нажатие. То есть вот таким образом. Ну и давайте посмотрим остальные функции. Это мировое время, причем мировое время это отдельное время, которое мы можем менять. Оно не связано с отображением сверху. Следующий режим секундомер. Секундомер простой. Старт. Промежуточный результат. Стоп. И сброс. Таймер имеет функцию повтора, то есть или однократный повтор, или по окончании отсчета таймер запускается вновь. И следующая функция это будильники. Будильников 5, последний будильник с режимом подремать, который через каждые 5 минут повторяет свой сигнал. Будильник простой, точно так же, никаких дней недели, ничего, только 2 режима включено и выключено. Также имеется функция ежечасного сигнала. Ну и также привычный функционал часов с индексом SGW. Это двойной датчик. В данной модели установлен датчик, компас и термометр. Для этого используется специальная кнопка. Активируется нажатием этой кнопки. Здесь появился маленький дисплей, вот такой, который отображает, вот так вот, постараюсь показать, вот, азимут и направление. То есть во избежание разряжения батарейки датчик работает 3 секунды, после этого переходит в режим ожидания и отключается. Вот так вот. Температура отображается или в градусах Цельсия, или в градусах Фаренгейта. Возможно, вы хорошо помните вот эту очень популярную модель, это SGW100, которая славилась именно компасом, наличием компаса и термометра. Эти часы обладают теми же функциями, но мне кажется, назначение их совершенно другое, потому что здесь функция компаса, как мне кажется, совершенно не главная, потому что больший упор сделан именно на быстрый доступ к часовым поясам и на удобство определения времени в различных часовых поясах. А компас нужен, если вы в незнакомой местности заблудитесь, вам легче будет отыскать дорогу. Ну, это такая шутка. Произошло достаточно существенное изменение, как мне кажется, в лучшую сторону. Гораздо улучшилось качество ремешка. Кто знает эту модель, знает, что те знают и наслышаны, наверное, что вот ремешок в этих часах служит примерно 2 года, и после этого приходит негодность.
В этих часах ремешок выглядит гораздо надежней, он более мягкий, он более толстый, мне кажется, он прослужит где-то раза в 1,5-2 дольше. То есть, по крайней мере, такое первое впечатление. Причем он сделан так, что даже в первый момент кажется, что корпус и ремешок это единое целое. Но на самом деле это не так. Вот так вот подсоединяется ремешок к корпусу. И вот здесь, вот в этом месте идет подсоединение. Теперь нам осталось посмотреть, как выглядят часы на руке и посмотреть, как работает подсветка. Вот часы на руке, мое запястье 18 сантиметров. Выглядят они очень неплохо, практически не чувствуются и очень удобно сидят на руке. Ну и теперь посмотрим на подсветку. Вот так выглядит подсветка. Ночью со считыванием времени нет абсолютно никаких проблем. Все ярко, контрастно и четко. Ну и как всегда немножко подытожим. Мне кажется, эта модель не заменяет модель SGW100 с компасом, а просто дополняет модельный ряд и основное направление этих часов, как я уже сказал. Это для путешественников, которые часто меняют часовые пояса или которым для работы нужно знать постоянно время во втором часовом поясе. Эти часы очень удобно для этого сделаны, и пользоваться этой функцией очень удобно и очень быстро можно поменять показания. А компас это как дополнительная функция, которая, возможно, вам понадобится, а возможно и нет. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока, до новых видео.